Поскольку я работаю в музее, у меня есть замечательная возможность в качестве передышки выйти в залы, прогуляться, да, посмотреть на экспозицию. И я неоднократно замечала, насколько это действует успокаивающе. Начинаешь смотреть на цвета, формы, краски, и просто дыхание замедляется, ты погружаешься в разглядывание вот этой поверхности произведений, да, и убегаешь из, может быть, пространства, иногда не очень приветливого своего собственного разума, мышления. И для этого проекта мне захотелось рассказать об одном таком своем походе и наблюдениях, ассоциациях. Это было в зале искусства Германии и Нидерландов 15-16 веков. Меня привлек вот этот вот бюст белокожей золотоволосой дамы, да, с круглым отверстием внутри. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это реликварий Святой Кристины, мученицы III века нашей эры, да, испанский реликварий, испанской работы. И вот в данном случае реликвии, к сожалению, были утрачены, да, они помещались сюда внутрь. Но я тогда подумала, что реликварий, он как бы более явно, чем другие виды искусства, говорит о таком своем свойстве, что он переносит во времени нас, да, он как бы ставит нас лицом к лицу, ну вот как это было, когда памятник еще был целостный, лицом к лицу с III веком. И для меня это такая важная, интересная идея, потому что я тоже занимаюсь деревянной средневековой скульптурой, но не европейской, а азиатской, и в частности японской буддийской скульптурой. И принцип реликвария лежит на самом деле в основе большинства буддийских статуй. И мне бы хотелось рассказать об этом на примере вот этой статуи принца Сётоку Тайси. Принц здесь изображен в возрасте 2 лет, и скульпторы сделали все возможное, чтобы действительно достоверность вот этого детского тельца, да, вот со складочками и даже волосиками за ушами, да, все, чтобы вот передать вот эту реальность предстояния этой фигуры. И только поза вот эта такая отнюдь не детская, да, что говорит о том, что даже тогда принц уже был великим последователем Будды. Но в 1930 году оказалось, что в статуи вложено больше 50 таких вот вкладов, да, реликвий. Дело в том, что тексты в буддийской культуре, это тоже реликвии, только не тело, а реликвии закона. Поэтому тексты сутр, они практически в обязательном порядке всегда вкладываются. Но что интересно, здесь не только такие вот искусно выполненные предметы, как вот эти фигурки других буддийских персонажей, но еще и предметы именно личного благочестия, личные копии сутр, где выполнены обычными верующими, стихотворения на таких вот фрагментных бумаги, и сертификаты, как бы такие о принятии монашества с написанными обетами, да, то есть это все глубоко личные вещи. И вкладывая, это все от разных людей происходит, да, вкладывая такие предметы внутрь статуи, верующие надеялись укрепить благие связи между собой, священным персонажем, да, и между всеми участниками. Вот. И, как вы видите, в буддийской традиции никогда не делается таких вот окошек внутрь статуи, и всегда это оказывается таким потрясающим сюрпризом, да, потому что сама статуя, да, 13 века, и только в 1930-м открылись такие сокровища, которые нас ставят
перед лицом реальности XIII века позволяют нам с ней соприкоснуться, потому что действительно такие личные предметы больше нигде не сохранились, кроме как вот в таких вот вкладах, тайниках, статуях. И, конечно, две эти традиции переравнивать будет сильным упрощением, но мне кажется, стремление вот к подлинности, да, и близости, и общению с высшей силой, высшим персонажем, да, они лежат в основе обеих этих традиций. И напоследок мне бы хотелось сказать, что я очень рада, что музей снова открывается, и будет возможность с памятниками напрямую контактировать, да, не только через виртуальную реальность, но и настоящую, потому что это действительно для меня лично, да, очень успокаивающий, умиротворяющий опыт и просто чрезвычайно интересный.